Всем привет! Сегодня я хочу вам показать, как можно сделать такой миленький ободок с ушками, либо корону даже можно это сделать. Вот, возможно, ребенку, либо вы сами носите ободки. Так как я ношу ободки, это уже у меня третье видео на канале, то я решила, что можно вот так вот украсть. Нам потребуется с вами основа под ободок, либо какой-нибудь старый, да, ну то есть вытащить у него основу, вот, и уже сплести. У меня одно ушко сплетено. Я плела из вощеного шнура диаметром 2 миллиметра. Одно ушко у нас сплетено. Я думаю, что если вы уже знакомы с макраме, то вы видите, как тут все у нас сплетено, то есть какие узлы используются. Но сейчас еще вам сообщу по отрезкам, длине отрезков. Отрезки у нас будут разной длины, и для начала самый длинный — это 2 отрезка по 70 сантиметров. Те, что я сейчас надеваю на основу. Они у нас будут центральные, и мы сразу же сделаем квадратный узелок, надев их на основу. Они у нас самые длинные, я даже с запасом вам говорю, потому что вот смотрите, мы сделаем сначала один квадратный узел, потом во втором ряду они перейдут в бок, и в третьем ряду будет заключительный квадратный узел и репсовое плетение. То есть это вот самые длинные. Далее будем прибавлять по бокам, то есть 2 сбоку с одной стороны и с другой будут уже меньше, по 50 сантиметров, и последние по бокам они уже могут быть по 30-40 сантиметров, потому что там нужно будет сплести только один квадратный узелок, и все. Как плетутся квадратные узлы, я думаю, сейчас на видео вы видите. Если вы не умеете, то просто повторяйте за моими руками. Если же умеете, то просто мы проплетаем такую вот пирамидку, да, из квадратных узелков. Первый ряд 3 узла, второй ряд 2 узла и третий ряд из одного узелка. Вот, еще раз повторюсь, да, вот сейчас я по бокам прибавляю, и тут у меня отрезки уже идут по 50 сантиметров. Вот с одного и со второго. И заключительные отрезки по 40 сантиметров, они у меня также надеваю по бокам. Как я уже говорила, да, я с запасом их взяла чуть-чуть, смотря как вы там будете проплетать репсовое плетение. Вот, поэтому лучше отрезать больше, чем меньше. Это мой девиз все-таки и такое пожелание вам. После того, как надели, проделываем узелки первого ряда, потом переходим ко второму и к третьему. Далее репсовое плетение, все максимально подробно будет показано на видео, так что я просто включу вам музыку, а вы смотрите, наблюдайте. И также в конце покажу, как закрепить, да, нити, чтобы они не торчали. Но я, кстати, подумала, если вдруг вы делаете это из шпагата хлопкового, либо из веревки, то наверху можно оставить вот эти вот бахрому, и это будет казаться, что вот эти вот ушки кошечек с бахромой такой, в общем, тоже может быть интересно очень. Я сейчас отрезаю лишнее, чтобы мне с помощью крючка было намного легче прятать вот эти отрезки. И потом еще, когда спрячу, тоже подрежу, и получится так, как вот на том ушке, которое у меня уже сплетено. Вам же после этого потребуется отрезать столько же отрезков, как и мы на это ухо использовали, и сделать второе. Вот, все. Надеюсь, что вам мастер-класс понравился. Пишите комментарии, как вам, сделаете себе, либо сделаете ребенку, дочери, возможно. Вот, и ставьте лайки, естественно, нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления о моих новых видео, так как видео выходит очень часто. Ну вот и все. Надеюсь, что у вас не возникло проблем. Как я уже говорила, подписываемся на канал, пишите комментарии. И всем пока-пока. Встретимся в новом видео.